Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. В комментариях к предыдущему видео с наращиванием вы очень просили показать подстановку формы на миндаль. Предлагаю посмотреть, как выполнить моделирование этой формы при помощи акригеля. Далее выполним дизайн с использованием гель-лака «Кошачий глаз», стемпинга и страз. Поэтому смотрите ролик до конца, будет интересно, и ставьте пальчики вверх. Поехали! Полностью убираю длину свободного края. Снимаю покрытие гель-лак. Практически до натурального ногтя оставляю тонкую подложку, которую я впоследствии спилю пилкой. Кутикулу приподниму при помощи алмазной насадки «Пламя», а срез ее выполню потом, после моделирования. Полностью убираю длину свободного края. Слежу за его симметричностью и остатки гель-лака базы убираю при помощи мягкой пилочки. Обратите внимание, работаю именно пилкой, а не бафиком, для того, чтобы хорошо приподнять чешуйки ногтевой пластины. Слежу за тем, чтобы на ногте не оставалось глянцевых участков. Обезжириваю ногтевую пластину, дополнительно нанесу дегидратор подсушивающий и праймер тонким слоем. Даю праймеру немного испариться. Наношу базовое покрытие гель-лак, так как оно гибкое, и полигель – это гибкий материал. Тонким слоем, втирающими движениями сразу на все ногти. Уточните у производителя вашего акригеля, требуется ли база. В моем случае гибрид гель от Gel-Lactic требует нанесения базового слоя. Отправляю в лампу на 30 секунд. Приступаю к подстановке формы. Смотрите, какое интересное внутреннее окошко этой формы, уже с небольшой луночкой, что позволяет мне прикладывать шаблон, даже не вырезая насечки. В скрученном состоянии форму подношу ее к ногтевой пластине, опускаю чуть-чуть вниз, даю легкий наклон вниз, для того, чтобы мой миндаль не смотрел вверх. Склеиваю нижние ушки, поправляю симметричность формы. Могу отвернуть от себя руку клиента. Слежу, чтобы центральная ось пальца была продолжением формы. Прямо на клиенте могу подрезать лишние уголки. И теперь постепенно, плавно начинаю зажимать форму в иголочку. Сразу сильно не жмите, так вы можете сильно перегнуть форму. И ушки у меня наклеились одна на одну. Это говорит о том, что форма у меня стоит под небольшим наклоном вниз. Длина у меня будет приблизительно до двоечки. Соответственно, ноготь у модели моей растет вниз, поэтому сильно шаблон вниз я не пускаю, даю только легкий намек. Вот у меня прямая боковая стеночка и небольшой подъем наверх. И теперь разберем ситуацию, когда у нас нет такого вспомогательного окошка. Снова подставляю форму к ноготку в скрученном состоянии. Смотрите, если я сейчас поставлю так, как мне удобно, у меня форма уйдет наверх. Мне необходимо опустить форму чуть-чуть вниз. Но при виде сбоку мы видим, что остается зазор между формой и ногтевой пластиной. Впоследствии здесь может произойти слом. Поэтому я вырежу углубление в центральной части формы. Немного вырезаю вглубь форму и снова подставляю к ноготку модели. Отмечаю линиями на форме места, где необходимо сделать насечки. У моей модели небольшие валики, поэтому дополнительные ушки не вырезаю, только насечки. Склеиваю форму, четко одно ушко к другому. Подставляю форму к ноготку, отворачивая руку, проверяю ось. И только теперь постепенно обжимаю формочку. Сверху под пальчиком, посередине, снизу. И снова мы видим, что ушки склеились, что говорит о том, что моя формочка стоит немного вниз. Обратите внимание, указательный палец, как правило, грифоидный, сильно растет вниз.
Если и форму поставить вниз, то ноготь будет клюнувшим. Поэтому отклеиваем ушки, поправляем направление. Если вы чувствуете, что форма не обжимается, это говорит о том, что мешают валики, сделайте насечки больше в диагональ. В работе буду использовать камуфляжный полигель марки Гель-Лактик и прозрачно-розовый для того, чтобы выстроить архитектуру и сделать плавный переход около кутикулы. И такая жидкость от марки On IQ для того, чтобы кисточка не залипала. Кисть у меня натуральная для акрила. Выдавливаю шарик гибрид геля, необходимый по размеру. Выкладываю на центральную часть ногтевой пластины. Совсем немного смачиваю кисть в жидкости. Излишки можно убирать о салфетку. Сначала придавливаю материал в центральной части, распределяю его на боковые стороны. Кистью под углом 45 градусов проталкиваю материал вперед, создавая плавный переход. К кутикуле близко я его не накладываю, так как у меня там будет полупрозрачно-розовый материал. Тщательно прижимаю боковые стенки и постепенно пузиком кисти начинаю вытягивать акригель, задавая нужную мне длину. Глажу поверхность, чтобы она была ровной. Смотрю на боковые стенки. Идет ровная прямая и небольшой подъем наверх. Также прямая и небольшой подъем наверх. Смотрю в торец на равномерность подложки. При необходимости могу разровнять материал в обратную сторону, для того, чтобы кончик не был толстым. Отправляем в лампу на просушку на 30 секунд. Набираю шарик прозрачно-розового акригеля, ставлю на наивысшую точку. Работаю по тому же принципу. Сначала продавливаю центральную часть, распределяю боковые стороны. У кутикулы выполняю плавный переход, тщательно кончиком кисти под углом 45 градусов прижимаю материал. Если материал будет неплотно прижат, с буграми, это приведет к отслоению. Это одна из распространенных ошибок, поэтому обязательно следите за тем, как вы прижимаете материал в области кутикулы и боковых стенок ногтя. Он должен сходить на нет. Смачиваю кисть и снова пузиком протягиваю материал к свободному краю, сводя его на нет. Именно прозрачный розовый позволил мне сформировать наивысшую точку апекс и плавный переход около кутикулы. Таким образом, можно с этими ногтями ходить долго, около 1 месяца, и сильного перехода у кутикулы не будет. Конечно, можно было сразу сформировать архитектуру и камуфлирующим материалом, но мне хотелось показать вам именно такой способ и плавный переход от кутикулы к камуфляжу. Не рекомендую выполнять моделирование в один большой шарик, так как большой объем центральной части ногтя просто не просохнет в лампе, и внутри будет эффект пирожка с сырой начинкой. Обязательно смотрю в торец на арку, чтобы не было бугров. Выкладывайте аккуратно материал, проглаживайте его. Все это впоследствии позволит вам сэкономить время на опиле. Отправляю в лампу на 20 секунд. Отделяю форму от подложки. Снимаю движением вниз. Чтобы медаль был более изящным, подставляю металлическую прищепку на заужение. Необходимо досушить материал, но он у меня досушится с другими ноготками. Удобство акригеля в том, что он не растекается, и вы можете сразу наращивать несколько ногтей. Довожу материал до белой луночки. Ее не перекрываю. Таким образом, зона отрастания будет выглядеть максимально натурально. Сразу выложила подложки на 2 ноготка, отправляю в лампу. Не хлопайте сильно по поверхности кистью, так как это может привести к образованию пузырей.
больше протягиваете материал. И давайте рассмотрим одну из самых часто встречающихся ошибок. Когда на боковой стенке идет не прямая линия, а затем плавный подъем наверх, а сразу вы поднимаете боковую параллель по диагонали. На виде сверху ваш миндаль будет смотреться миндалевидным. Боковая стенка будет поднятая и визуально ноготь будет трамплинообразным. Формируем прямую стеночку и плавный подъем наверх. Выложила прозрачно-розовый на 3 ногтя и отправляю в лампу. Снимаю бумажные шаблоны и устанавливаю прищепки. Для формы салона миндаль у нас и так получилась неплохая арка, но для изящности мы зафиксируем ее прищепками и отправим на досушку материал на 2 минуты. Снимаю прищепки, обезжириваю ногтевую пластину и приступаю к опилу. Так как полигель – это мягкий материал, пилки использую с небольшим абразивом. Опиливаю длину, пилка у меня стоит под ногтевой пластиной. После этого боковые стенки, с одной стороны на заужение, с другой стороны на заужение. И при виде сверху опиливаю форму миндаль. Кладу палец на бок и опиливаю нижнюю параллель. Поворачиваю на другую сторону, идет прямая линия и небольшой плавный подъем наверх. Линия у кутикулы, скругляю поверхность. Давайте посмотрим на архитектуру опиленного ногтя. Имеется плавный подъем, наивысшая точка апекс, которая расположена в центральной части натуральной ногтевой пластины, и плавный спуск вниз. После опила бафлю поверхность мягкой стороной. Если бы я наносила гель-лак на весь ноготь, я не шлифовала бы так тщательно. Но так как у меня будет френч, мне нужна гладкая поверхность. Приподнимаю опустившуюся кутикулу и срезаю ее ножничками. Обезжириваю ногтевую пластину и приступаю к прорисовке улыбки. Для этого мне понадобится черный гель-лак. Безымянный ноготь полностью покрываю черным гель-лаком. Для дизайна мне понадобится гель-лак кошачий глаз, и я выбрала с 3D эффектом, так как он имеет несколько цветовых переливов. Заполняю мой френч. Не накладывайте толстый слой, достаточно тонкого слоя гель-лака. Подношу магнит, чтобы сформировать блик. Отправляю в лампу. Снимаю липкость гель-лака и отпечатаю стемпинг поверх кошачьего глаза. И добавим стразы. По центру креплю жемчужину Сваровски и обрамляю ее бульонками. Бульонки выбираю металлические для того, чтобы они не потеряли свой цвет. Стразы я буду крепить на базовый гель. Он имеет хорошую сцепку. Топ наношу с небольшим выравниванием, слежу за тем, чтобы не было ступеньки от френча к ложу, так как френч у меня получился толстоватый из-за 2 слоев гель-лака, поэтому следите за бликом. При покрытии топом могу перекрыть бульонки, но не трогаю жемчужину, для того, чтобы она не потеряла свой блеск.
И с кожи удаляю остатки лака. Вот результаты нашей работы. Ногти смотрятся шикарно, красивые переливы кошачьего глаза. Напишите в комментариях, понравился ли вам такой дизайн и способ наращивания. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Всем успехов в работе, пока-пока!